прежде всего, важно глубоко осознать и понять себя как человека. Мы часто задаемся вопросом, в чем смысл нашего существования. Чтобы найти ответ, стоит задуматься о том, чего от нас может ожидать Творец, который создал нас и все, что нас окружает. В Библии говорится, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а также создал землю и все живое на ней, от мельчайших растений до величественных животных. Более того, человек назван сыном Бога, что указывает на особую связь и ответственность перед Творцом. Из этого следует логичный вывод. Вся земля, вся природа, со всем ее многообразием, были переданы человеку в его распоряжение. Это огромная ответственность. Использовать и управлять этим даром должным образом. Следовательно, смысл жизни каждого человека заключается в правильном, осознанном и ответственном использовании земли, природы и всех возможностей, которые даны нам Богом. Это не только вопрос нашего физического выживания, но и морального и духовного долга перед Творцом и будущими поколениями. Когда Бог создавал землю, Он сотворил на ней рай, Эдемский сад, место гармонии, красоты и вечного покоя. Человек был помещен в этот рай, чтобы жить в мире и согласии с природой и самим собой. Однако сегодня мы видим, что рая на земле больше нет. Современный мир далек от той гармонии и чистоты, которые были в Эдемском саду. Но, возможно, именно это должно стать нашей целью – восстановление рая на земле, создание сада, который будет служить нашим детям и потомкам, так же, как Эдем был создан для первых людей. Не в этом ли заключается истинный смысл жизни каждого из нас? Когда мы задумываемся о том, какими возможностями и способностями наделил человека Бог, перед нами раскрывается удивительная картина. Мы видим силу и мощь природных стихий, океанов, гор, ветров и огня. Мы восхищаемся красотой природы, которая окружает нас, бескрайние леса, цветущие поля, горные вершины, а также разнообразие животного и растительного мира. В каждой детали творений Бога можно увидеть совершенство, гармонию и величие, и это отражает силу замысла Творца. Эти качества в определенной мере были переданы и человеку. Мы обладаем способностью творить, изменять окружающий мир, создавать что-то новое и уникальное. И здесь кроется глубокая истина. Тот, кто осознает себя как человека, понимает, что смысл его жизни заключается в совершенствовании пространства, в котором он живет. Наш долг – создавать и растить свой сад, восстанавливать рай, совершенствуя себя и свое окружение, чтобы быть достойными называться человеком. А как вы думаете, в чем заключается истинный смысл жизни каждого из нас? Напишите свои мысли в комментариях. На протяжении истории человечества великие духовные учители и пророки, такие как Иисус Христос, Моисей, Мухаммед, Рама и Будда, часто уходили в уединенные места – леса, пустыни и горы. Эти уединенные пространства были не просто местом уединения, они символизировали чистоту, покой и непосредственную близость к Божественному. Вдали от суеты и мирской жизни, в глубоком размышлении и медитации, они переживали внутреннее преображение, находя ответы на самые важные вопросы бытия. Природа становилась их проводником к Божественному, и этот опыт становился фундаментом их учений. Каждому из нас следует задуматься о том, как мы можем использовать свои дары и возможности для того, чтобы приблизить этот идеал, создать вокруг себя пространство гармонии и мира, возродить на земле то, что когда-то было Эдемским садом. Ведь именно в этом заключается наш главный долг перед Богом, самим собой и будущими поколениями. Каждый из нас, как человек, должен осознать ответственность, которая лежит на нас за землю, природу и будущие поколения. Важно заботиться о планете и требовать от государств, чиновников и бизнесменов принятия и соблюдения законов, направленных на счастливую, творческую жизнь человека. Не государства должны решать, как должен жить человек, а человек должен решать судьбу свою и всей планеты. Когда большинство людей решат, что каждый должен жить в саду и что вся земля должна стать садом, то и государство, и чиновники будут работать в этом направлении. Что же дает каждому из нас смысл жизни?
Для здоровья и долголетия, ощущения счастья и радости нужно иметь цель жизни, смысл жизни. Когда они есть, включается симпатическая нервная система, которая дает энергетический заряд. В противном случае она не активируется. Когда вы здоровы, счастливы и радостны, вы продлеваете свою жизнь. А когда вы пребываете в стрессе, депрессии, негативных эмоциях, ваша жизнь сокращается. Если вы живете в состоянии счастья, радости и гармонии, вы можете прожить более 150 лет. Будь счастлив, и тогда сможешь прожить долгую жизнь. Поэтому важен позитивный настрой и вера в то, что приносит вам радость. Без этого не будет ощущения счастья, радости в душе, смысла жизни и желания жить. То, во что вы верите, вы и привлекаете в свою жизнь. Наши мысли влияют на наши ДНК, а ДНК влияет на наши эмоции, чувства и действия. Также важна и окружающая среда, в которой вы живете. Среда определяет судьбу клетки человеческого организма. Иначе говоря, среда определяет судьбу человека, а не гены, ДНК. Она влияет на то, как он живет, как себя чувствует и какими болезнями страдает. Поэтому важно, в какой среде вы живете. От этого зависит ваше здоровье, долголетие, эмоциональное состояние и самочувствие. Каждый из нас может сам понять, где ему приятнее жить – в бетонной коробке или цветущем саду, с нервными соседями в многоквартирном доме или с жизнерадостными единомышленниками, которые живут на земле в гармонии с природой. А что вам дает смысл жизни? Поделитесь своими размышлениями в комментариях. Чем же так важен сад? Он дает эфиры, которые питают энергией наше тело и душу. Эфиры являются основой энергии человека, и природа, особенно растения и сады, дарует нам эту жизненную силу и ароматы, которые она источает. Эфиры — это своего рода энергия, которая поддерживает жизнь и является фундаментом всего сущего. В древних учениях и философиях эфиры рассматривались как пятое элементарное состояние, помимо земли, воды, огня и воздуха. Эфиры проникают во все, они наполняют пространство вокруг нас, циркулируют внутри наших тел и связывают нас с окружающим миром. Эфиры играют ключевую роль в поддержании жизненной энергии человека. Они питают не только наше физическое тело, но и нашу душу, поддерживая эмоциональное и духовное здоровье. Взаимодействие с эфирами позволяет нам чувствовать себя живыми, наполненными силами и вдохновением. Без этой энергии наша жизнь утратила бы свою полноту и гармонию. Природа — это главный источник эфиров. В растениях, деревьях, цветах и в окружающей среде заключена мощная жизненная сила, которая взаимодействует с человеком. Природа излучает эфиры, которые наполняют нас энергией, необходимой для физического и духовного роста. Сады, наполненные разнообразием растений, являются идеальным местом для того, чтобы впитывать эти эфиры. В садах природа проявляется в своем полном великолепии. Каждый цветок, каждый лист источает эфиры, которые обогащают наше внутреннее пространство. Прогулки в таких местах помогают нам восстановить силы, очистить разум и наполниться энергией. Сады становятся не просто местом отдыха, но и местом, где человек может восстановить связь с первозданной природной силой, обновить и обогатить свою энергию. Эфиры, которые мы получаем от природы, играют важную роль в поддержании здоровья и благополучия. Эти тонкие энергии проникают в наше существо, питая каждую клетку тела, освежая наш разум и поддерживая духовное равновесие. Они позволяют нам чувствовать себя более сбалансированными, гармоничными и связанными с окружающим миром. Таким образом, эфиры являются основой энергии человека, которая связывает нас с природой и миром вокруг. Природа и ее элементы, особенно растения и сады, становятся проводниками этой энергии, помогая нам наполняться жизненной силой, которая необходима для полноценного существования. Бог наделил нас телом и душой, подарив радость жизни и наполняя нас энергией окружающего мира. Мы должны направлять свою энергию на созидательные дела, и каждый из нас обязан трудиться над тем, чтобы превратить землю в цветущий сад. А как вы считаете, действительно ли важно каждому человеку иметь свой сад?
Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.